Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. ЕС начала обсуждение санкций в отношении Северного потока-2, пишет Bloomberg. Санкции против неработающего СП-2 призваны продемонстрировать нежелание Европы возвращаться к российскому трубопроводному газу. Александр, а к чему бы это санкции против неработающего Северного потока-2? Фридрих Мерц заявил о том, что да, очень хорошо, давайте наложим эти санкции, потому что это избавит нас от зависимости от России окончательно, бесповоротно, и мы не сможем вновь подпасть под влияние Москвы. И напоминаем, что в начале мая была принята дорожная карта по отказу от российских энергоносителей. Эта дорожная карта подразумевает, что к 2027 году включительно европейские покупатели должны прекратить закупать уран у России, ну, точнее, ядерное топливо, но это ладно. Они там весьма, весьма широко описали вот эту составляющую. Второе. Полный отказ от нефти. Сейчас нефть покупают 3 страны. Из России покупают нефть 3 страны. Венгрия, Чехия, Словакия. И полный отказ от российского газа. Газ покупают сейчас 10 стран Европейского Союза из 27. Покупают как по трубопроводам, так и в виде СПГ. И то, и другое должно прекратиться с 27 года. А при чем тут тогда Северный поток? Ну, то есть, если у вас прописано, что к концу 2025 года все страны Европейского Союза должны представить национальные планы по отказу от энергоносителей, которые покупаются в Российской Федерации. Причем тут Северные потоки? Северные потоки соединяют побережье Российской Федерации с побережьем Германии. На всей протяженности Северных потоков, это более 1200 километров, нету других стран, которые могли бы присоседиться к этому газопроводу и поставлять свой газ. Чисто физически они отсутствуют, как класс, как явление, их там нету. Если вы запрещаете в принципе покупать российский газ, зачем вводить отдельный запрет на северные потоки? Тут два ответа могут быть на этот вопрос. Ответ первый. Надо же чем-то наполнять пакеты с пакетами, которые все наполняются. И если начинали европейские страны с ударов по целым секторам экономики, по нефтепереработке, по банковскому сектору, ну прям так, знаете, вот взял дубину и бьешь, лупишь, то теперь пакеты могут быть даже больше по объемам, но что там? Фирмы-однодневки, прописанные где-нибудь в Гонконге или в Дубае. Знаете, такая-то башня, такой-то кабинетик, такая-то компания. Вот она занимает вот этот кабинетик. Ну, сейчас она ликвидируется, и в том же самом кабинетике появится другая какая-нибудь компания. Была Ли Сянг, стала Сянг Ли. Вот, совершенно другая компания, правда, занимается тем же самым. И таких можно десятки набрать. Более того, такие набирали, такие прям погружали в эти пакеты с пакетами и говорили: вот, смотрите, раньше мы просто так били, а вот теперь мы бьем прям прицельно. Мы прямо вот в самое сердце вонзаем свою маленькую тоненькую иголочку. Ну, очевидно, что вы этой иголочкой можете производить раздражающие действия. А вот какого-то ущерба реального, крупного нанести вы не можете. Но вы же не можете сказать, ну, как бы все. Наши инструменты исчерпаны. Мы больше не можем ничего сделать такого эдакого, что привело бы хоть к каким-то, даже в теории, к каким-то зримым результатам, которые можно было бы, ну, взять и посчитать, сказать: вот видите, после того, как мы вот это сделали, произошло вот то-то, то-то. Например, о чем речь? Вот сейчас Европейский Союз принял 17-й пакет санкций и обговаривают 18-й пакет, как раз в который должны войти нормы, касающиеся северных потоков. Ну, по крайней мере, как говорят, как обсуждают в данный момент. Вот в 17-м пакете порядка 190 различных судов, которые перевозили, ну, в первую очередь нефть и нефтепродукты, производимые в России, попали под санкционные ограничения.
Буквально, ну, 5 месяцев назад подобные меры были предприняты уходившей на тот момент администрацией Байдена. И они ввели адские санкции, или как они там, санкции из ада. Вот, ну вот что-то такое вообще невероятное. Там десятки судов, ну тоже где-то 183 или 187, ну, в общем, какое-то такое невероятное, огромное, шокирующее количество. Десятки компаний, десятки имен, фамилий, отчеств. В общем, все это запихнули в эти санкционные ограничения. И, ну, как? И, скажет пытливый читатель, который читает новости. В новостях же писали тогда: сократились поставки из России в Индию. Например, потому что санкции. Ну или как пишут обычно, на фоне принятых санкций сократились поставки в Индию. Мы как бы не утверждаем, что второе произошло в результате первого, но обратите внимание, фон вот такой вот, санкции приняты. Ну, правда, если посмотреть в разрезе года, то окажется, что после сокращения поставок в Индию они были на том же уровне, на котором они были за год до того. А потом они стали расти и стали, опять же, демонстрировать ровно те же уровни, которые были за год до того. Что заставляет нас предположить, что либо адские санкции работают очень странно, либо что, если они и работают, то в большей степени на объем поставок влияет сезонный фактор, потому что вот буквально сейчас, опять же, когда мы записываем это видео, по нашему вот телеграмму, по профильным телеграм-каналам разошлась новость о том, что, смотрите, в Индию выросли поставки российской нефти до самых высоких показателей за 10 месяцев. Да, я тоже отметил в своем личном телеграм-канале «Нефтегазовая игра», подписывайтесь. Так вот, я тоже отметил этот факт со следующим комментарием, если позволите, что сокращение поставок носило сезонный фактор, а рост поставок впервые за 10 месяцев достигли этого показателя. Ну, так смотрим на май 2024 года и видим ровно такой же объем, как сейчас. Что опять же заставляет нас предположить, что это это все сезонный фактор. И вот Европейский Союз присоединяется к тем же самым ограничениям. Скажутся ли они на работе отдельных компаний, отдельных судов? Безусловно. Они, конечно, скажутся. То есть совсем уж, знаете, шапкозакидательством заниматься не надо. Если вы вот послушаете, ну, вдруг вам удастся, послушаете сотрудника компании, против которой были введены санкции, если вы послушаете там капитана судна, против которого были введены санкции, он на своем поле расскажет, вот эти все люди на своем поле расскажут вам о том, какой ужас творится, как все стало сложно, как все стало ужасно. Но если говорить с точки зрения отрасли, ну, отрасль адаптируется. Сложно это? Да. Требует ли это затрат? Да. Требует ли это человека часов, чисто денежных затрат, временных затрат? Это все, да, это все вот это требует. Но адаптация происходит, Та сторона, она тоже адаптируется к тем ограничениям, которые сама вводит. Но это все был первый вариант. То есть вариант, в котором была принята, как раньше. Ах да, простите, тут пояснение небольшое. К чему вот эти были примеры с нефтью? Еще раз, если раньше вводились ограничения против нефтепереработки вообще, то есть российским заводам запретили покупать там в Европе оборудование, получать услуги, программное обеспечение, вообще ничего нельзя, то потом стали против такого-то завода ограничения, против сякого-то завода ограничения, против такого-то и такого-то завода ограничения. То есть до этого вы били просто по сектору, к которому относится этот завод, а теперь вы называете отдельные заводы. Зачем? Ну, возможно, в этом есть глубокий смысл, но давайте все-таки предположим, что основной смысл такого действия – это что нужно наполнять пакет с пакетами. А если вы не начнете прикапываться, извините, к отдельным предприятиям из секторов, на которые уже наложили санкции, то наполнять эти пакеты будет нечем. И вот, вы принимаете решение, которое касается всех энергоносителей. А потом такие, надо же в 18-й пакет что-то запихнуть. Чтобы нам туда запихнуть, Слушайте, а мы все равно вводим уже ограничения, да? А давайте вот мы теперь... Очень сильно запрещается эксплуатация Северного потока и Северного потока-2. А что, Северный поток можно эксплуатировать?
ну, как бы можно, правда, он взорван, но это не важно. Его не эксплуатируют, потому что мы запретили. Хорошо, молодцы. В этом есть определенный смысл. Убогий, тупой, но смысл. Ну, знаете, какая ситуация, такой и смысл. Либо это все был первый вариант. Почему так? Есть второй вариант. Он, ну, чуть более такой, знаете, заставляет нас чуть больше пофантазировать. А давайте мы предположим, что европейские руководители подозревают, что полностью отказаться от российской нефти, от российского газа к 2027 году может в силу разных причин не получиться. Какие-то противоречия в странах Европейского Союза, какие-то проблемы с поставками. Да, разумеется, прогнозы сейчас такие, что проблем с поставками не будет. Все будет хорошо. Но мало ли. И вот, чтобы запретить, ну вот знаете, палку в колесо запихнуть тем людям, которые будут руководить Германией, Францией, Польшей, ну и другими странами Европейского Союза в 27-м, там, 28-м, 29-м, ну и далее годах. Вот для этого вводятся ограничения, которые в случае, если не удастся реализовать вот это большое ограничение, то есть полностью отказаться от ископаемого топлива из России, вот мелкие ограничения все равно будут заставлять будут мешать сближению, восстановлению отношений и так далее. Ну и последнее, что в этом ключе хочется сказать. Европейские руководители за последний месяц сделали очень много громких заявлений об отношениях с Россией, и среди прочих заявлений мне особенно понравилось следующее. Суть его такая. Мы вводим ограничения против российского бизнеса, чтобы заставить Россию испытать экономические сложности, вот, и снизить свою зависимость от нее. Вот в сумме. Я вроде как уже сказал про зависимость, но в сумме вот эта мысль заставляет прокомментировать эти все решения следующим образом. Скажите, а в какой ситуации вы можете больше влиять на поведение вашего партнера? Когда вас связывают какие-то деловые отношения? Или когда вы побили все горшки, когда вы ввели все возможные ограничения, и вас больше ничего не связывает? То есть, если вы сами себе запрещаете иметь дело с Россией, я не берусь трактовать, правильное это решение, неправильное, хорошее, плохое, благоразумное, неблагоразумное. Нет, нет, нет. Просто как факт. Вы запрещаете себе иметь какие-то отношения с Россией, ограничивая все больше и больше областей, в которых могут ваши экономики пересекаться. То вы в действительности снижаете возможности влиять на российскую политику. Потому что политика, как говорил классик, которого знать надо, это концентрированная экономика. И чем меньше экономических связей между вами, тем меньше влияния. И вот то влияние, которое было еще в 2022 году, до мая, до июня, оно было на порядок больше, чем то влияние, которое есть сейчас. Поэтому вводить дальнейшие ограничения, чтобы усилить давление, ну то есть усилить влияние на принимаемые Россией решения, это абсурд. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, телеграм-канал Инфотек, телеграм-канал Нефтегазовая игра. Вам не сложно подписаться, а мне будет приятно. На этом все. Всего хорошего.